Привет! Ты на канале Супер Арбалет, и сегодня я расскажу про новинки, которые приехали в наш магазин. Напомню, что мы сотрудничаем с зарубежными магазинами, в частности с магазином Lancaster Archery, и многие товары, даже те, которых у нас в наличии нету, мы можем привезти специально для вас, главное только обратиться. И первая из новинок – это специальный замок для блочного лука или арбалета, который не позволит их растянуть. Для магазинов вещь в принципе незаменимая, поэтому мы купили. Незаменимая вещь для магазина. Мы вот взяли несколько штук, попробовали и решили, что в дальнейшем купим и повесим на все наши луки, которые представлены в магазине. Давайте я вам покажу, как это все работает. Итак, показываю вблизи, что же все это такое. Замок состоит из двух частей. Также в комплекте идет ключ, как у любого уважающего себя замка. И работает все на самом деле довольно просто. Вот наш лук, берем замочек и закрываем его. Вот. И теперь всеми любимые клиенты, которые приходят в магазин, говорят, что стреляют 20 лет, а потом берут лук с натянутой на другую сторону тетивой и растягивают его, не смогут этого сделать. Ключом пользоваться тоже максимально просто. Вставляем в отверстие замка, нажимаем и снимаем. Сам замок выполнен из прочного яркого АБС пластика. Из пластика, это ключевое. Надо понимать, что это не противоугонная вещь, но ведь и луки берут растянуть чаще всего просто так. А так, за счет своей яркости он покажет клиенту магазина, например, что все-таки какая-то защита на луке стоит, и, наверное, не стоит его просто так растягивать, а стоит сначала подойти к консультанту. Также этот замок будет полезен для тех, кто оставляет свой лук в тире, да и даже не оставляет. Если во время тренировки вы куда-то отошли, то, наверное, спокойнее на душе будет повесить этот замок и быть уверенным, что ваш лук никто не растянет без вас. На подсъемах вы видели, как я установил этот замок на тетиву, но точно так же его можно установить на блок или на какое-то другое удобное место на луке. Следующий лот нашего телемагазина – это набор Easton для подготовки стрел к поклейке наконечников или инсертов. Как известно, чем более шершавые склеиваемые поверхности, тем сильнее между ними адгезия. Вот Easton сделал специальный набор для того, чтобы ваши стрелы подготовить к идеальной оклейке. В комплекте идет специальная рукоять, 6 щеток диаметром от 4 мм до 9,5, 2 переходника. Переходники нужны так, как щетки, в зависимости от своего диаметра, имеют разный диаметр резьбы. И вот для этой резьбы как раз и нужны переходники. То есть мы вкручиваем щетку в переходник, переходник в рукоятку и работаем. Так, давайте покажем более наглядно, как это все выглядит. Берем переходничок, щетку. Переходник также нужен для того, чтобы немного удлинить саму щетку и глубже проникнуть в стрелу. Вкручиваем в рукоятку, дальше окунаем саму щетку в обезжириватель и зачищаем стрелу. Благодаря губке на конце этой щетки стружка, которая образовалась после щетки грубой, выходит обратно. Нам остается только подождать, чтобы обезжириватель высох, и поклеить наконечник стрелы. Следующее, о чем хочу рассказать, это ножницы от компании Penrich. В принципе, ножницы и ножницы, но, как всегда, есть пара нюансов. Ножницы сделаны специально для тетивных ниток и поэтому имеют пару особенностей. Ну, во-первых, они действительно качественно сделаны и разрежут даже самую тонкую нитку. Второе – это короткие лезвия на этих ножницах, благодаря которым вы разрежете только то, что вам нужно, и не повредите тетиву. В общем, ничего особенного, но ножницы сделаны с учетом тех нюансов, которые действительно могут вам облегчить жизнь в некоторых моментах. И последнее. В комплекте двое ножниц, одни с прямым лезвием, вторые немного с изогнутым, с которыми будет удобно что-то поддеть и разрезать. Далее я хочу рассказать про релиз Havk от компании Battery Archery. Он бывает двух видов: на жестко регулируемой штанге и на ремне. Регулируемый спусковой крючок прямой, но немного наклоненный для удобства использования. Крюк на релизе выполнен из стали 440C. Сам крюк подпружинен, так что после выстрела он возвращается в исходное положение. Штанга регулируется по длине, также можно зафиксировать угол поворота. Далее у нас идет защита для тетивы Wifler String Armor, где Wifler – это производитель. Многие пользуются воском для защиты тетивы, однако эта защита все равно не стопроцентная, и при стрельбе, например, в дождь, влага все равно попадает на тетиву, между ниток тетивы, вернее, тем самым тетиву утяжеляя и портя вам выстрел. Данное же средство делает тетиву полностью гидрофобной. По сути, оно создает как некую оболочку вокруг тетивы, куда влага уже не поступит. Использовать средство довольно просто. Все, что нужно, это стереть воск с тетивы и нанести уже это защитное средство. По заверениям производителя, защиты хватает на 5 месяцев. Сейчас нам трудно сказать, правда это или нет, но мы обязательно проверим и в дальнейшем вам расскажем, насколько ее хватает. И последнее, о чем я хочу сегодня рассказать, это про новые ремни для арбалета. Начну я, пожалуй, со всем известного и самого простого китайского ремня. Просто для того, чтобы на примере показать, чем качественный ремень отличается от, скажем так, стокового.
Ну, про китайский особо рассказывать нечего, он, в принципе, известен всем, кто немного знаком с арбалетами. Этот ремень идет в комплекте с любыми китайскими арбалетами. Из него иногда могут торчать нитки, противоскользящего покрытия какого-то нет. Ну и, в принципе, отношение к его производству такое же, как к новинкам от Манкунг. Но, тем не менее, этот ремень свои функции выполняет, и перенести куда-то арбалет там, во время охоты, допустим, повесить его на плечо, вполне можно. Ремень от Limb Saver. Он имеет противоскользящую накладку из плотной резины и удобную рукоятку для переноски. Ремень сделан по запатентованной технологии Limb Saver Nevcom. Нескользящий материал гарантирует, что ваш арбалет или огнестрельное оружие останется на месте, не спадет с плеча и будет дальше радовать вас милыми хлопками по бедру. Естественно, ремень регулируется по длине, и нагрузка распределяется равномерно на большую площадь. Следующий ремень – это ремень Titan Alien Neopren. Как вы поняли из названия, он сделан из неопрена. Это такой приятный и мягкий материал, при этом он не впитывает влагу. Как раз таки за счет своей мягкости ремень ничего не натрет и равномерно распределит нагрузку, так что ваш костюм-горка останется в первозданном виде. Настоятельно рекомендую зайти к нам в магазин, посмотреть живьем на эти ремни, пощупать их и понять, что разница действительно колоссальная между комплектными дешевыми ремнями, ну или не только комплектными, просто дешевым китайским ремнем и чем-то уже более правильно, скажем так, сделанным. А на этом на сегодня все. Это не все новинки, все можно увидеть у нас в магазине, но я думаю, про самое интересное я рассказал. И я напомню, что мы сотрудничаем с Lancaster Archery и делаем там заказ раз в месяц, поэтому, если вам что-то нужно, достаточно просто с нами связаться любым удобным для вас средством связи. На этом на сегодня все. С вами был канал Супер Арбалет. До новых встреч, пока!